Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Проанализировав результаты участниц продивизиона чемпионата мира ВРПФ 15 и 16 года, я пришел к выводу, что наибольший прогресс за последние 2 года показала спортсменка из Днепра Юлия Шинкаренко. 2 года назад ее сумма составляла 347,5 килограммов, а на чемпионате мира ВРПФ 16 года Юля показала сумму 557,5 килограммов, установив при этом новый all-time рекорд. Вдуматься только, чуть более чем за 2 года сумма троеборья увеличилась на 210 килограммов. Не менее впечатляет прогресс Юлии и в отдельных движениях. В период с сентября 14 по ноябрь 16 присед увеличился со 115 до 210 килограммов, жим с 92,5 до 130 килограммов и тяга со 140 до 217,5 килограммов. Итак, как вы уже поняли, в этом выпуске мы поговорим с Юлей о том, как она тренируется. В планах я полностью доверяю тренеру, поэтому он берет листик, рассчитывает это все, расписывает, а мне уже выдает в готовом виде. Я просматриваю, делаю свои корректировки, и мы начинаем работать. Но понятно, что планы сложные, бывают где-то сбои, бывают где-то перемены настроения, но в целом я, конечно, стараюсь их выполнять. Поговорим немного давай о твоих тренировках. Скажи, используешь ли ты периодизацию? Ну, безусловно, присутствуют циклы работы на выносливость и работы над ошибками. Зависит от того, сколько у меня есть времени для этого. Если у меня старт через 3-4 месяца, понятно, что период приходится сокращать. Но обычно межсезонье это где-то 2-3 месяца, из них 2 месяца занимают точно свободный режим, прокачку, подготовку и так далее. Ну, выносливость. Да, выносливость. Если до старта, допустим, 4 месяца, то 2 из них занимают... Да, да. Выносливость – это многоповторка. Ну, многоповторка у нас идет до 12 повторений, то есть больше мы не делаем в принципе. Плюс это подсобные упражнения, которые выполняются в большом объеме. Ну и подводят уже к большим весам. Какие подсобные упражнения обычно на периоде на развитие выносливости? Они, в принципе, те же самые, просто делаются в большом объеме. Тот же пресс, гиперэкстензии, укрепление спины, сухожилий, закачка разнообразными упражнениями для жима. Скажи, пожалуйста, ведешь ли ты тренировочный дневник? Да, веду, где у меня полностью есть мой план на каждую тренировку. Я делаю там пометки, что у меня прошло, как, плохо, тяжело, что я не выполнила, я пишу. И потом, когда мне нужно вернуться к своим записям, я могу открыть, посмотреть, какой был прогресс, что не пошло не так. И при построении следующего цикла мы уже анализируем ошибки предыдущего. Сколько раз в неделю ты тренируешься? У меня 5 тренировок в неделю, ну, единственное, они могут там частично... Круглый год? Да, частично смещаться по времени, да. Длительность тренировки какая? Около 3 часов, около 40 минут занимает сама разминка. Плюс где-то минут 25 заминка после тренировки. Расскажи, пожалуйста, как раскиданы основные упражнения, присед, жим, тяга по этим дням? Ну, первая тренировка у меня в воскресенье, это тяжелый жим. Потом у меня идет понедельник либо вторник легкий присед. Потом тяжелая тяга, легкий жим. И в пятницу у меня заканчивается неделя тяжелым приседанием. Ну хорошо, давай пройдемся по упражнениям. Приседания. Что для тебя легкое приседание? Для меня вообще приседания не бывают легкими. Я беру штангу на плечи, мне кажется, что все, мне тяжело, я умираю, мне кажется, что все, я мотаю бинты, у меня режут ноги, затекает спина. Поэтому... Вот 100 килограмм в день легкого приседа, 100 килограмм – это тяжелый вес? Нет, но 100 килограмм я уже не помню, когда приседала даже в легкий присед. Ну в легкий это сколько обычно? 80-90? Ну где-то от 120 до 150-160 уже на подготовке. В зависимости от того, на какой максимум мы выходим. Ну вот предыдущая подготовка, давай рассмотрим. Ну, легкий был где-то 150-160. А тяжелый? А тяжелый 207-210. Либо 200 на повторы. То есть вот, тяжелое это было там одно повторение, да? Одно-два. На одно повторение я практически... Легкий где-то 4-6. Плюс сопутствующие упражнения для приседаний. Вот. Ну а тяжелый это уже целенаправленно один присед. Ну и такая же ситуация в жиме и в тяге, да? Да, примерно такая же. Ну, легкий жим у меня стандартный, я не жму, я жму либо узким хватом, либо средним хватом, либо у меня жимы сидя тяжелые. Ну вот, скажем так, просто другие вариации жима. Дим, может мы пропустим человека на орбитрек, он так хотел там, да. Он нам не будет мешать? Нет.
Так крикни, тогда пусть там пройдет. Да. Скажи, пожалуйста, какие особенности женского тренинга в пауэрлифтинге по сравнению с мужским? В моем отношении у меня нет особенностей. Я, скажем так, выполняю все упражнения, что выполняют мужчины в нашей команде, включая тот же жим на плечи, те же там подтягивания, жим лог и все такое. А в тренинге своей команды, конечно, девочкам я немножко облегчаю тренировки. Первое время они не могли подтягиваться, отжиматься на брусьях, поэтому эти упражнения они немножко в другой вариации выполняют. А теперь могут? Ну, уже потихонечку, да. Тут, отвлекусь от темы. Вот пришел к тебе человек, новичок, вес, допустим, килограмм 80, год тренировок с тобой. Вот. Какие результаты вот, достижимые? Очень сложно так сказать, потому что это все очень индивидуально. У кого-то есть способности к силовому тренингу, у кого-то их, скажем так, немного. У меня в команде есть разные люди. Есть те, кто изначально пришли ко мне и через полгода уже тянули 150 килограмм и норматив элиты. А есть те, кто пришел с большим трудом, с неподходящей антропометрией для силового тренинга, но большим, скажем так, волевыми усилиями, трудом добивается, пусть не супер результатов, пусть даже не уровня МСМК, но это большое достижение для них самих. Скажи, твой тренер пишет планы тебе вот на текущую тренировку, либо сразу на неделю, либо сразу на длительный период, месяц и более? Как это происходит? Ну, есть ориентировочный план, он составляется там на цикл. То есть у нас есть там старт через какое-то время, уже под старт мы расписываем этот план, начиная подготовку. Это имеется в виду план в упражнениях троеборья или в подсобке также? Ну, пишется он больше в процентах на выполнение в базовых упражнениях. А уже непосредственно на каждую тренировку мы расписываем, исходя из моих ощущений после предыдущих. Если я там говорю, что у меня болит спина, или я устал, или у меня сегодня вот нет настроения, то уже мы корректируем по ходу. Хотя, если есть субмаксы, мы обязаны их выполнять. То есть, если у меня есть сегодня тяга там 200 на 3, я иду, и какое бы у меня настроение, самочувствие ни было, я знаю, что по плану у меня эта тяга, и мне некуда ее перенести, поэтому я иду тянуть. Это 200. Статика. Работай, работай. У всех есть 200 на 2. Да и на 3 у парочки телок я видел. И на 4. Юля, пойдет и на 4. Монстр. Давай, Юлька. Все, пошла, молодец. А если по плану у тебя 190 на 3, ты чувствуешь, что они летят? Можешь поставить 200? По собственному желанию нет. Либо в телефонном режиме мы общаемся с тренером, либо если он рядом, он уже корректирует и останавливает меня, либо наоборот. Ну, то есть говорит, есть такое, добавить, что изменения прямо на тренировке? Да, безусловно. За одну тренировку сколько упражнений ты делаешь? От и до? От 2 до 8, даже где-то так. Зависит от интенсивности и объема. Расскажи о количестве подходов, повторений. Зависит от цикла. Если это силовой цикл, и у нас там уже идет подводка к соревнованиям, это субмаксы, то там, конечно, 2-3 повторения. Чистых рабочих подходов, то есть мы подводимся, допустим, там, к тяге 185 по 5, то вот 5 повторений, 5 подходов и получается. Самая большая у меня была как-то тяга, там около 15 тонн за тренировку в базовых упражнениях. Там тяга была 205 по 5 с плинтов. Вот, поэтому в основном я считаю больше тоннаж. Ту тренировку, на которой Юля подняла 15 тонн в тягах, к сожалению, найти не удалось. Но зато, перерыв тренировочный дневник, мы обратили внимание на тренировку от 24 февраля 2016 года. В тот день суммарный тоннаж тяги с плинтов и тяги классика из ямы составил чуть более 11 тонн. Кстати, в ту неделю у Юли, как обычно, было 5 тренировок, и недельные показатели нагрузки были следующие. КПШ 765 подъемов, тоннаж около 53 тонн, средний вес 69 килограммов. Расскажи, пожалуйста, о твоих любимых подсобных упражнениях. Любимых, которые я люблю, или эффективных? Которые эффективны все-таки. Ну, я выполняю гиперэкстензию с весом на плечах, довольно трудно дается мне это упражнение. Ну, около 50 килограмм. Что еще использую?
Полуприседы использую для приседаний, для того, чтобы максимально четко держать вес на плечах. Иногда они мне даются тяжелее, чем приседания, потому что в полуприседе мне приходится работать на 10-12 повторений. Тяги я использую тяги с ямы, тяги классикой. Одно из моих любимых упражнений это тяга классикой. Какой максимальный результат? Ну, у меня тяга не отличается классикой от сумо практически ни на килограмм, просто что я не ходила в классике на большие веса. И максимальное, что я поднимала, это 200 на 2 в конце тренировки после основной тяги сумо. Угу. То есть у нас есть еще один представитель пауэрлифтинга, которого примерно показатели равны, который хорошо тянет как сумо, так и классику. Ну, сумо у меня достаточно, скажем так, спорная техника, потому что я не могу идеально прожать сумо, мне тяжело сесть и расставить ноги довольно широко, у меня такое сумо-половинку на серединку получается. Вот. Но если сравнить мои тяги прошлые в сумо на ровных ногах, то сейчас все намного лучше. Мы вам мешаем? Нет, вы можете крутить, если что. Не, у меня микрофон здесь, так что вас будет не слышно. Практикуешь ли ты отказные подходы? Ну, всякое бывает, всякое случается. Одно, что я делала, это тяга 180 на максимум. Я делала на 13 повторений. Это был практически отказ. Вот часто у нас бывают командные там соревнования, где мне приходится с мальчиками участвовать. Кто пожмет больше на разы. Вот в сотне, допустим, у меня рекорд 11 раз. Никак не могу пожать на 12. Да. Поэтому, ну, в приседе, конечно, полный отказ я не использую. А как ты подводишься к турнирам? Я тренируюсь до последнего дня, то есть у меня отдых где-то за 2 дня до моего основного старта. И вот за 2 дня что-то тяжелое, либо только Нет, это легкая физкультура? отработка техники. Я не люблю полный отдых за счет того, что я теряю чувство снаряда. Поэтому мне легче поработать с легким весом, но поработать, прочувствовать его. Я максимально концентрируюсь уже на самом движении, я закрываю глаза, я уже представляю все, как будет на самом деле. И в таком плане мне легче. Тяжелый присед до старта за какой промежуток времени? За 2 недели? За неделю? Вот самый тяжелый. Тяжелая тяга у меня идет где-то за 3-4 недели, последняя. Тяжелый присед где-то недели за 2-3. И самый последний у меня жим тоже где-то за 2 недели. Вот разбрасываем с тягой и приседом. Юля, дай, пожалуйста, 2 практических совета спортсменам, которые тебя сейчас смотрят. Что я могу сказать? Занимайтесь тем, что вам нравится. Неважно, какой это вид будет спорта. Может быть, это будет совсем не спорт. Главное, что вы будете получать удовольствие от того, что вы делаете. Мне нравится преодолевать себя. Мне нравится показывать вам, что я могу больше. Спасибо тем, кто меня поддерживает. Спасибо тем, кто, наоборот, пытается как-то препятствовать моему продвижению и успеху. Благодаря вам я буду осторожной. Вот и все на сегодня, друзья. Напоминаю, что это был 3-й выпуск с Юлией Шинкаренко. Первые 2 выпуска вы можете посмотреть на канале. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал.